Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Наступила осень и пора подбирать красивые теплые узоры для вязания теплых вещей. И я вам в этом видео предлагаю вот такой связать образец. Узор пышная резинка с колосками. Очень красиво смотрится, и этот узор лучше всего подойдет, конечно же, для поперечного вязания. Я специально скомбинировала эти колоски пышные с резинкой с одной стороны, чтобы вы могли увидеть, как этот узор будет смотреться при поперечном направлении. Например, для рукава, вот так вот, если связать свитер, кофту с такими пышными колосками, можно вязать также, допустим, на основной части. Здесь внизу будет резинка, здесь основная часть. Здесь вы видите, что идет разница плотности вязания. Основной узор чуть шире, резинка чуть стягивает по низу полотно. Поэтому для рукавов, для основного полотна тоже этот эффект хорошо подойдет. И также таким узором, я думаю, можно связать шапку. Макушку тоже можно заузить при помощи укороченных рядов или при помощи заужения столбиков по резинке. Итак, этот узор смотрится очень красиво, пышно, в то же время он вяжется довольно просто. И сейчас я подробно покажу, как его связать. Для вязания образцов я использую вот такой китайский акрил, очень мягкая, приятная пряжа, стопроцентный акрил. И у меня крючок номер 4,5. Итак, дорогие рукодельницы, начинаю вязать образец, и для начала вязания я набираю начальный ряд столбиков на всю ширину или высоту полотна. И смотрите, этот узор, комбинированный с пышной резинкой, он довольно эластичный, то есть он тянется, и поэтому для начала вязания я использую набор столбиков через кольцо. Вначале делаю начальную петлю на крючок, оставляем хвостик, далее делаем на крючок кольцо, вновь захватываем рабочую нить и провязываем петлю как первый столбик. Вновь делаем на крючок кольцо из нити, захватываем рабочую нить и провязываем следующий начальный столбик. И таким образом я набираю начальный ряд столбиков на нужную длину. Смотрите, здесь для начала вязания резинки я набираю 10 столбиков, и далее раппорт узора колосок составляет 2 столбика плюс 1 кромочная с одной стороны. Если вы набираете для образца только для колоска, то есть без вот этой резинки, то учитывайте, что раппорт составляет 2 столбика плюс 2 кромочных с одной и с другой стороны. То есть здесь я для 10 повторений набираю вот тут 10 для резинки столбиков, далее 20 столбиков для колоска, 10 повторений и плюс 1 кромочная, то есть всего 31 столбик. Через кольцо делаю на крючок вот такой накид и затем провязываю 2 петли с крючка. Таким образом у меня вот этот начальный ряд столбиков будет эластичный и не будет стягивать полотно. Итак, я набрала начальный ряд столбиков через кольцо. Посмотрите, вот такой получился как шнурочек начальный ряд столбиков. Он эластичный, то есть он немножко растягивается. Этот ряд мы не учитываем в счете рядов узора. И смотрите, начальный ряд по длине не должен равняться высоте полотна. То есть при провязывании далее узора у нас начальный ряд изменит свою длину. Учтите это, то есть вы сначала вяжете образец и затем по образцу рассчитывайте, сколько же вам необходимо набрать столбиков для вязания полотна на нужный размер. Итак, начинаю вязать первый ряд. Первый ряд это будет ряд по лицевой стороне. Далее смотрите, все нечетные ряды будут как по лицевой стороне, все четные ряды по изнаночной. Но по сути у этого узора две стороны практически одинаковые. Красиво смотрится. Вот и вот это вот как изнаночная сторона. Тоже узор колосков, узор резинки, красиво смотрится. И это считается как лицевая сторона. Можете менять стороны как хотите. Итак, первый ряд мы вяжем
узор резинки. Вначале набираем одну воздушную петлю, делаем на крючок накид, далее вот начиная со столбика, вот петлю мы начальную воздушную петлю пропускаем и далее вводим во вторую полупетлю начального столбика и провязываем разом 2 петли из крючка. Повторяем, делаем на крючок накид, заводим крючок за вторую полупетлю и разом провязываем 2 петли из крючка. Это я называю как соединительные столбики с накидом. То есть это не полустолбики и не соединительные столбики, так как провязываются с накидом. Вот такие столбики используются для формирования пышной резинки. Итак, провязываем то же количество таких соединительных столбиков с накидом. Первый ряд, что мы набирали начальный ряд столбиков. И у нас, смотрите, на обратной стороне образуется вот такая вот косичка. Довязываю первый ряд соединительных столбиков с накидом. Также за вторую полупетлю вводим крючок и разом провязываем накид и петлю с крючка. Далее поворачиваем вязание. И для начала вязания второго ряда набираем одну воздушную петлю, делаем на крючок накид, далее заводим крючок за вторую полупетлю столбика и также разом провязываем накид и петлю с крючка. То есть мы второй ряд провязываем соединительные столбики с накидом. То же самое количество, что и при наборе столбиков в начале вязания. Заканчиваю вязать второй ряд и смотрите, вот уже прорисовывается узор пышной резинки, вот такая вот косичка. И здесь я провязываю последний столбик с накидом, далее поворачиваю вязание и в третьем ряду начинаю формировать первую половину колоска. И смотрите, здесь в начале, получается, в третьем ряду на 21 столбике я провязываю 10 повторений узора колоска. И далее у меня идет 10 столбиков пышной резинки. И в начале идет начальный, как кромочный столбик. Набираю одну воздушную петлю, далее завожу крючок вот за полупетлю и провязываю в начале столбик без накида. Далее завожу крючок вот за первую петлю и провязываю еще как второй столбик без накида. Это у меня идет как кромочный столбик. Далее делаю накид, завожу крючок за вторую полупетлю столбика предыдущего ряда и провязываю столбик с одним накидом. Далее будем вязать первый пышный колосок, пышный столбик. Делаем на крючок накид, заводим крючок за вторую полупетлю и провязываем только накид, не завершая вершину столбика с накидом. Далее вводим крючок, смотрите, здесь в полупетлю вторую первого столбика, как кромочного столбика. То есть отступив раз, два и в третью полупетлю назад. И захватываем с изнанки рабочую нить и вытягиваем ее до уровня высоты столбика с накидом. Далее делаем накид, вновь в ту же точку заводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю, делаем накид, заводим крючок в ту же точку и вытягиваем третью петлю. Так мы вытянули петли для пышного столбика и провязываем их разом, завершая столбик с накидом. Далее идет повторение, то есть мы начинаем вязать второй пышный столбик для колоска. Смотрите, за вторую полупетлю провязываем столбик с накидом, далее делаем накид и также вводим крючок за вторую полупетлю, провязываем только накид. Затем заводим крючок, отступив раз, два, три, в третью полупетлю назад. Это получается над вершиной предыдущего пышного столбика. Заводим крючок в эту точку и вытягиваем первую петлю. Делаем накид, вытягиваем из той же точки вторую петлю, делаем накид и третью вытягиваем петлю. И затем провязываем пышный столбик
и столбик с накидом. Вот у нас получается второй пышный столбик для колоска. Третье повторение. Также столбик с накидом. И при вязании второго столбика с накида провязываем только накид. И далее формируем пышный столбик. Раз, два, третья полупетля назад. Вытягиваем через накид 3 петли и провязываем вершину пышного столбика. Провязала уже 3 повторения. Четвертое. Столбик с накидом. Далее провязываем только накид. Вводим крючок 3 полупетли назад и вытягиваем через накид 3 длинных петли. И провязываю вершину пышного столбика. Итак, всего у меня 10 повторений для колоска. Итак, я провязала 10 пышных столбиков для первой половины колоска. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И далее я перехожу на вязание пышной резинки. То есть мы в следующую полупетлю вводим крючок и провязываем соединительный столбик с накидом. Если вы вяжете просто узор колоска, то здесь у вас должен быть просто кромочный столбик с одним накидом. И далее вы поворачиваете вязание и начинаете вязать вторую половину колоска. А здесь я с краю провязываю 10 соединительных столбиков с накидом для резинки по краю. И так заканчиваю третий ряд. Здесь у меня с краю будет всегда 10 столбиков для пышной резинки. Сделала уже одну воздушную петлю, повернула работу и четвертый ряд провязываю в начале 10 столбиков с накидом для пышной резинки, соединительные столбики с накидом. Так, считаем обязательно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик. Далее начинаем вязать вторую половину пышного колоска. И смотрите, здесь мы будем вводить крючок за 2 полупетли столбиков предыдущего ряда. И в начале вот мы провязываем столбик с накидом, то есть мы начинаем вязать раппорт. Далее делаем накид. И получается вот в вершине вот следующего пышного столбика вводим крючок за 2 полупетли, провязываем только накид и начинаем формировать пышный столбик. И здесь мы вводим крючок для вязания пышного столбика вот в вершину предыдущего пышного столбика. Вот вы видите, откуда мы вытягивали петли. И заводим крючок, вытягиваем петлю первую до той же высоты столбика с накидом, делаем накид. Далее вторую петлю, делаем накид и третью петлю вытягиваем. Далее провязываем вершину пышного столбика. И идет повтор. В следующую петлю за 2 полупетли вводим крючок, провязываем столбик с накидом. Далее делаем накид. В следующую петлю, вот она вершина пышного столбика предыдущего ряда, провязываем накид. И вводим крючок вот в предыдущую вершину пышного столбика. И из этой точки вытягиваем 3 петли через накид, затем провязываем все петли. И повторяем 1 столбик с накидом. И далее при вязании столбика провязываем только накид. Вытягиваем 3 петли через накид. И затем провязываем вершину пышного столбика. И вот так формируется у нас узор пышного колоска. Очень просто, главное соблюдать вот последовательность столбиков и попадать в те точки, чтобы колосок ложился ровно. Столбик с накидом, и при вязании следующего столбика вытягиваем петли для пышного столбика. Заканчиваю вязать 4-й ряд, и здесь я провязываю 10-й пышный столбик, 10-е повторение. Смотрите,
сначала столбик с накидом, далее при вязании следующего столбика провязываю накид и вкалываю крючок от вершину предыдущего столбика. Вытягиваю 3 петли через накид, провязываю вершину пышного столбика и здесь провязываю кромочный столбик с одним накидом после последнего пышного столбика. Четвертый ряд завершен. Далее поворачиваем вязание. Здесь мы вяжем 1 воздушная петля и вяжем соединительные столбики с накидом за вторую полупетлю столбиков предыдущего ряда. Получается, мы провязываем далее пышную резинку 5, 6, 7 и 8 ряд, то есть 4 ряда соединительных столбиков с накидом. И после в 9 ряду начинаем вязать следующий колосок, так же как я показывала. 3 ряд вяжется 9 и 4 ряд вяжется 10 как 4 ряд. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать второй образец с пышными колосками. Получается у нас раппорт повторения рядов, 2 ряда с пышными столбиками для формирования колоска и плюс 4 ряда резинки и соединительных столбиков с накидом. Можно увеличить расстояние между пышными колосками, выполнив 6 или 8 или 10 рядов пышной резинки, но это должно быть обязательно четное количество рядов. Дорогие рукодельницы, я надеюсь, вам понравился этот узор. Обязательно возьмите его себе на заметку. Свяжем что-нибудь тепленькое с такими пышными колосками. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!